Добрый субботний день, дорогие друзья, с вами Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Друзья мои, я не мог не продолжить вчерашнюю тему. Вчерашний ролик, где я обсуждал, рассуждал, анализировал выступление ВКонтакте в сообществе Влад Бахов, небезызвестный нам всем Валерий Ветер. Валерий Ветер. Я не знаю, фамилия ли это, или псевдоним, или ник там, или зашифрованная кличка агента. Не знаю, не буду об этом говорить. Знаю только, что вчера я вычитал ее выступление, вот это маленькое сообщение от 10 июня нынешнего года. Ну, кто не смотрел, посмотрите, кто не знает, почитайте ВКонтакте. А я продолжу с того, сегодняшнее свое перед вами выступление, что вот оно, дикое, страшное, наказуемое, подписочное преступление со стороны Валерия Ветер, а именно разглашение тайны следствия, той самой тайны, которую мы с вами не знали, не знаем и знать, честно говоря, не хотим. Мы хотим только правды. А правда – это не тайна. Правда – это не тайна. Правда – это должна быть доступна всем. Особенно правда по таким делам, как бесследное исчезновение 16-летнего подростка Владислава Бахова 6 апреля 2019 года с поляны близ городка Демидов на Смоленщине. Бесследное исчезновение. И до сих пор нет ни тела, ни живого Влада. То есть мы не знаем. 50 на 50. 50-50. Жив или погиб. Умер. Убит. Вот такие дела, друзья мои. И там я не смог расшифровать, а может быть умышленно не расшифровал, дав вам такую возможность, некую фразу о том, что и череп, якобы с черепно-мозговой травмой, которую надо повторно еще раз исследовать медикам в судебно-медицинской экспертизе, и на бедре трещина, тоже, так сказать, военная тайна, извиняюсь, тайна следствия. И что я вот не расшифровал, что давность нахождения останков в МО. Ну и вы правильно, значит, я вас поддерживаю, друзья мои, что правильно определили, что МО – это место обнаружения. В месте обнаружения останков. Важная ли это составляющая следствия? Конечно, важно. Очень чрезвычайно важен вопрос. О том не менее важен, чем исследование, так сказать, криминальных каких-то следов на этих останках. Не менее важно исследование того, когда они здесь появились. По моему мнению и по мнению многих из вас, они появились здесь за пару-тройку дней, за несколько дней, будем так говорить, до их фактического обнаружения 29 января 2020 года, то есть в день посещения, в день встречи, в день рандеву родителей Влада Бахова с председателем Следственного комитета Александром Ивановичем Бастрыкиным. В день и даже почти что в час. Вот нашли, их еще в кабинет даже не впустили, задержали немного на полчасика. Почему? Потому что из Смоленска, со Смоленщины, Уханов, кажется, полковник наш, начальник следственного управления по Смоленской области, докладывал своему шефу в Москву, Бастрыкину, о том, что нашли останки. Это останки Влада Бахова, хотя еще экспертизы не было, но уже, так сказать, даже по телефону с места нахождения останков кричали: да, это его останки, это кеды, это там труселя, это носки, все его. Хотя останки были, все мы знаем,
замшелые, могильные, антропологически вряд ли соответствующие, так сказать, размерам 192 сантиметра рост у Влада Бахова был. И так далее. Потом, значит, одна из экспертиз подтвердила, рассказала о том, что череп-то, ну, Бородкина нам рассказала об этом, адвокат семьи Влада Бахова, что череп-то, оказывается, дедовский. И вот, смотрите, 29 января нашли. 29 января 2021 года, 29 января 2022 года, а сейчас уже, так сказать, сегодня у нас, вы знаете, все 18 июня 2022 года. То есть через 2,5 года, почти, после обнаружения останков, при нахождении уже уголовного дела на расследовании в Центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации у неких важняков, которые лампасы генеральские носят. Вы понимаете? Это единственное место на земле, где следователи, важняки, генералы вот с такими звездами. И вдруг только через 2,5 года следствие заинтересовывается какой-то трещиной на бедре, какой-то черепно-мозговой травмой. Следствие, как нам Анастасия сказала, изъяло одежду, ту, в которой находились эти участники пикника 6 апреля 2019 года. Вы представляете, в 2022 году изъяли одежду, в которой были участники действия этого, возможно, убийства в 2019 году. Ну, не смешно ли? Телефоны, наконец-то, как бы отыскали, значит, проданные, там, и уже, может, сменившие 10 хозяев, телефоны, которые, так сказать, по которым велись разговоры, велись записи, значит, и так далее. СМС-ками обменивались участники этого пикника. И смех, и грех. И в то же время мне вчера звонил Миша Нигматов и сообщил, значит, Евгений Ильич, а вы в курсе, что та куртка, которую я там сумел, ну, добился, чтобы вернул один из участников пикника Анастасии, матери Влада. Она у матери находится. А с чем тогда сравнивать, так сказать, и что сравнивать? Вы понимаете, если даже изъяли какие-то вещи у этих участников для того, чтобы провести экспертизы, например, наложение микрочастиц или нахождение на них каких-то биологических, ну, следов, понимаете, следов крови, спермы, мочи, там, кала, да чего хотите, понимаете, слюны, ну. А с чем сравнивать? Куртка-то Влада у мамы, а может уже, так сказать, и не постирана 10 раз или в химчистку отдана. Вот в чем вопрос. Это очень большой вопрос. Почему так сделано? Почему, значит, десятки, сотни тысяч, а может быть миллионы людей со всего земного шара нас с вами держат за лохов? А я знаю как минимум несколько нелохов, которые для вас освещали и освещают, может быть, это дело. Понимаете, возьмите исторического любителя. Честно говоря, кто назовет его лохом, так сказать, то можно словами Владимира Владимировича Путина сказать: сам такой. Сам такой, тот, кто назовет. Это большой исследователь, умный, аналитического склада ума человек, сделавший, может быть, больше всех, так сказать, взятых
краснолампасных следователей для дела Влада Бахова. Но только кому это нужно? Он сам уже задумывается, он и говорит напрямую. Ильдар, кому это нужно? И кому не нужно. Если бы это было нужно, давным-давно бы расследовано было, давным-давно бы виновные были привлечены к уголовной ответственности и уже отбыли часть наказания. А сейчас никого, так сказать, и в перспективе нет того, кто сел бы на нары по этому делу. Понимаете? Да, может быть, следствие решило реабилитироваться сейчас на 19, 20, 21, на 4-м году уже. На 4-м году расследования решило реабилитироваться. Может быть, включился или выключился тот выключатель, который позволяет сейчас развернуть следствие на 180 градусов и перейти от сокрытия преступления к раскрытию. Может быть. А что же нам дало бы следствию, что дало бы? Изучение того момента, с которого я начал свой разговор с вами сегодня. Изучение того, как долго находились останки, я не говорю чьи, а найденные 29 января, на том месте, где их нашли. Это очень важный элемент следствия. Очень важный момент. Установление того, они здесь находятся с апреля, 6 апреля 2019 года, или они здесь находятся несколько дней. По каким признакам это все можно было бы установить? Да дело в том, что, находясь 10 месяцев вот здесь, на этом месте обнаружения, допустим, останки эти поимели бы признаки окружающей здесь среды, а именно и химического состава почвы, и биологического состава флоры. Понимаете, споры какие-то травки, какие-то семена, какие-то там признаки. Какой-то мох может быть на них, они какие-то зеленые, вы же видели, да? А ложа трупа, если труп там лежал за 10 месяцев, и он, труп этот превратился в останки такие, которые нам представили, то на ложе трупа, на этом месте, где лежали эти останки, в почве, в траве, в растениях, в полной мере была бы вся химическая таблица элементов Менделеева, химическая таблица, которая была в биологическом теле того, кто там лежал. Вы же понимаете, все это стекло бы туда. Вся эта слизь, вся эта кровь, вся эта лимфа, понимаете? Вся эта кожа, все эти, будем так говорить, мышцы, волосы, хрящи, ну и так далее. Что я буду перечислять, так сказать? То, что должно быть и так понятно. А мы не знаем, так сказать, по моему мнению, я не знаю, честно говоря, брали ли на исследование вообще почву там, на глубину полметра, допустим, на определенную ширину, на определенную длину. Брали ли образцы флоры, да и фауны тоже. Потому что там яйца каких-нибудь муравьев могли быть на костных останках и так далее, которые водятся здесь в этом, допустим, месте. Или мух, которые там летают.
Конечно, мое мнение, что эти останки появились там с того момента, как был замечен вертолет за несколько дней до их фактического обнаружения. Конечно, я неоднократно в своих роликах говорил о том, что как вы себе представляете, что Влад, допустим, шел эти 1300 метров босиком, неся, значит, на 300 метров тайги смоленской, понимаете, с буреломами и так далее. Он бы там по колено ноги оставил в этом буреломе, неся на плече связанные между собой кроссовки. Ну, жалко было кроссовок. Лучше босиком, ночью, по морозцу. Что он, прежде чем лечь и умереть, или упасть и умереть, бросил эти кроссовки, так сказать, через голову в протоку, где их нашли потом через 10 месяцев. А свою, несмотря на холод, значит, футболочку снял, сложил аккуратно, положил за 2,5 метра от места, где готовился помереть, под деревце, где ее потом и нашли. И сел, скрючился, принял позу эмбриона. Да, частенько так бывает во время принятия смерти, во время замерзания или сгорания на пожаре. У всех видов смерти свои признаки, известные криминалистам и судебным медикам. Например, при автотравме, вы не знаете, а я неоднократно убеждался, что от удара транспортом по пешеходу человек вылетает из обуви. Даже если она тесная, и она ему тесна была, он ее только купил, не разносил, и вдруг, не дай бог, попал в такую смертельно опасную ситуацию, и его сбила машина, обувь остается здесь, на месте, понимаете? Много признаков. Много признаков смерти. Я эти признаки видел в натуре. К сожалению, так сказать, не совсем. Но благоприятные, хорошие воспоминания. Или даже, можно сказать, совсем нехорошие. Ну вот в данном случае, смотрите. И где через вот эти вот 3 с лишним года, где надеются следователи на этих останках найти то, о чем мы с вами говорим, и подтвердить, что либо, ну, тем экспертизой такой подтвердить, или рядом подтвердить, что да, эти останки находились там с 6 апреля, и на них есть все признаки, значит, местной флоры, фауны, значит, химического состава почвы и так далее. И что тело действительно было здесь, истекало, так сказать, растворялось, и останки биологически стекали на ложе трупа. Или наоборот, сказать, что нет, эти останки привнесены сюда. Привнесены сюда. А раз привнесены, значит что? Уже преступление. Уже надо возбуждать еще одно уголовное дело, соединять с этим и расследовать. Понимаете? Кто, где, когда и зачем эти останки вырыл? Кто
кто, когда и зачем их сюда привнес. Понимаете? С какой целью? Где они находились все это время, если это останки Влада Бахова? А если не останки Влада Бахова, то чьи это останки? И опять же те же вопросы. Где их вырыли, с какой целью, зачем, когда сюда переместили и так далее. Там, кто это сделал и кто подлежит уголовной ответственности за то, что вот так вот сделал, фальсифицировал останки. И пошло-поехало. Кто и зачем, за какие ковришки дал ложное заключение, кто состряпал снимок с квадрокоптера Лизы Алерт поисково-спасательного отряда и передал в дело для того, чтобы сказать, что да, вот с апреля, смотрите, с 25 там апреля или там какого-то 15 апреля уже нашли 19 года. Уже был этот снимок, просто мы его там не рассмотрели среди 18 тысяч снимков. Кто это сделал? Валерия Ветер, расскажите нам, так сказать, и это, раз вы набрались смелости, значит. Или, может, не набрались смелости, а может, вам дали такое задание нам рассказать вот эти вот байки, значит, о черепно-мозговой травме, о переломе, трещине бедра, об исследовании времени нахождения в месте обнаружения этих останков. Прекрасно. Но вы-то откуда это знаете? Вы даже не адвокат. А если вам адвокат рассказала, значит, то извините, если вы давали подписку, вы подлежите уголовной ответственности за разглашение тайны следствия. Ну, ведь вы сейчас рассказали о том, чего бояться преступнику, если таковой есть, или преступникам. Куда бежать, куда бечь, вы посоветовали. Понимаете? Один уже там какой-то где-то бегает, мои зрители в своих комментариях говорят, а где там вот такой, да я не помню, Яскин или кто там, о ком они спрашивают. Куда он, так сказать, подевался? Нигде его нету, так сказать. Понимаете? Может и нету. Может он уже где-нибудь, так сказать, на Сейшелах парится с помощью своих всесильных родителей. Ну, это к слову сказать. Может быть, все не так. Может быть, это задание дано Валерии Ветер с той целью, чтобы засуетились виновные. Понимаете? Чтобы проявили как-то себя. Чтобы в высшей цели, в высшем этом проявлении пришли с повинной в Следственный комитет. Правда, боюсь, что не дождемся такого шага. Ну вот, мы как бы сделали довесочек к моему вчерашнему выступлению. Довесочек, который позволили сделать мне вы, дорогие друзья, именно те, кто сделал правильное предположение о том, что речь идет о месте обнаружения останков. Я же пока придерживаюсь своей основной версии, ну, пока она не опровергнута иными доказательствами, о том, что Владислав Бахов был вывезен с места происшествия живым, о том, что, возможно, он и сейчас жив, ну или был жив до последнего времени, о том, что родители знают об этом,
знают, скорее всего, с момента посещения шефа СК РФ 29 января. Ну, может, чуть позже, потому что сразу, так сказать, оглушить двумя такими моментами вряд ли кто взялся бы. То есть один момент, что нашлись останки, и, скорее всего, это останки Влада. И второй момент, да нет, зайдите вот в этот кабинет, значит, там ваш сын сидит, пообщайтесь, значит, видите. Скорее всего, значит, когда родители решили еще более активизироваться с нашей с вами помощью и копать глубже, то им сказали, не надо никуда копать, заглушите эту волну человеческую, которую вы подняли. Вот он, ваш сын, живой и здоровый. Вполне могло такое быть. И эта версия имеет право быть наряду с той, которую нам столько времени, столько лет навязывало следствие. Ну что ж, друзья, с вами был Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Спасибо за внимание. Я предоставляю вам возможность высказаться в комментариях, подписаться на мой канал. Обязательно. Как без этого? И напоминаю, что вот уже определенное время происки империализма отняли у блогеров, у меня в том числе, возможность зарабатывать хоть какие-то деньги, а мне они нужны на содержание приюта домашней большой передержки Катавасия 67. И только с вашей помощью мы до сих пор еще держимся, друзья. Мы до сих пор еще держимся и, может быть, и готовы дальше держаться, если вы нас поддержите. А я обещаю вам в числе первых рассказывать о том, что происходит в мире криминала, и о том, что происходит с делом Владислава Бахова. Вот я хотел поблагодарить и сказать огромное мерси, благодарю Татьяне Николаевне Р. Сообщение котикам из Тамбова. Татьяна Николаевна 200 рублей прислала. Огромное вам спасибо. Привет Тамбову. Привет тамбовским котикам. Спасибо вам за доброту и милосердие. Что у нас еще тут за последний день изменилось? 100 рублей от Натальи Александровны П. Сообщение пушистиком. Спасибо, значит. У нас есть один и голый, не пушистый. Ну, порода такая, оказывается. Есть Питербол, кажется, называется, насколько я помню. Обезьянка такая, голенькая, понимаете. Так что не только пушистикам, но и голышам нашим. 100 рублей. Наталья Александровна, спасибо. Спасибо, что нашли возможность от семьи оторвать. Это целая бутылка молока. Ну, даже чуть-чуть недолитая. Не полтора литра, может быть, а литр. Ну, вы, наверное, заметили, что постоянно уменьшают, значит, количество граммов, миллилитров, а цену увеличивают. Это один из способов мошенничества, психологического такого воздействия на людей. Ирина Борисовна К. 200 рублей. Сообщение на котиков. Огромное спасибо. Вот люди, наши россияне, тамбовчане, или как тамбовцы, которые проявили доброту, милосердие, которые поняли, о чем я говорю. Причем поняли, что то, что я говорю, это не одноразовое должно быть какое-то действие, понимаете? Эта помощь нужна постоянно. Но у меня, я с гордостью это говорю, 13,5 тысяч подписчиков. Это больше, чем
подписчиков у всех средств массовой информации моей родной Смоленщины и города-героя Смоленска. У всех газет там и так далее. У меня больше. Понимаете? И даже если в месяц, допустим, ну, вы представляете, ну, каждый из вас, ну, или я даже не в месяц, а даже, может, реже в полгода получится, или в квартал, вот, имеется в виду в 3 месяца, пошлет какую-то сумму, то мы будем с вами твердо знать, что наше безнадежное дело не такое уж безнадежное. Я имею в виду спасение этих животных, выхаживание, стерилизация, кастрация, лечение и так далее. Что все это имеет возможность жить и дальше. Вот почему ваше милосердное сердце всегда тикает рядом с нашими сердцами. Сердцами меня, моей жены, сына, которые занимаются этой тяжелейшей, в том числе и тяжелейшей материально проблемой. Спасибо вам, друзья, за то, что вы есть. С вами был Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Здоровья, счастья, всех благ и мира нам всем на Украине.